Всем привет из Ирландии. Если вы прилетели в Ирландию и получили temporary protection, да, то есть вы доказательства свои, вы смогли, да, показать их, они подошли и вам дали temporary protection, то вам выдают вот такой вот, видите, вот такой вот листик, видите? Чудесный листик, папочка, вам дают папочку, вам дают вот такой вот конвертик, и там все есть. Вот главное, что вам после этого нужно сделать, это получить PPS номер. Мы помогли человеку, он уже получил свой PPS номер. Мы это делали в специальном центре, в котором делается Public Service, ну, карты, да, вот эти вот Public Service, где написано у вас PPS, и где вы с помощью него, да, нее сможете там получать ли выплаты. То есть это такая социальная, так называемая карта, которая привязывается в ваш PPS. А PPS это идентификационный код, как в Украине, то есть это налоговый номер. Это очень важная вещь. Смотрите, здесь указано, что после того, как вы получили желтый лист, после 4 рабочих дней вам нужно пойти либо в Intreo, либо вот такие вот центры, которые делают сразу, да, вот эти вот карты. Они так называются, ну, вот эти Public Service Card, так называется, сервис, то есть так называются вот эти вот конторы, да. Именно есть в маленьких городках, есть маленькие сошиалы, да, именно отделения. Они не поддерживают эту услугу, то есть в нашем городке маленьком есть, да, маленький social, там ты можешь заполнять аппликейшены и отправлять их просто. По факту ничего такого получать ты не можешь, то есть просто это работает, знаете, типа на отправление, а не на обработку чего-то, они уже дальше все распространяют. А вот надо именно, чтобы был либо значок Intreo такой зеленый, да, или, ну вы поняли, написано Intreo, то есть Intreo центр, либо вот это, да, Public Service Card. Вот мы там приехали, сразу сфотографировали человечка, поставила подпись, там 2 слова, да, вот этих вот безопасности, то есть все. Я к тому, что люди многие приезжают и не знают протокол, да, вот если тем более сами, нет ни знакомых, ни друзей, вот сами просто вообще, они в шорохе, да, шо, куда делать, как идти. И вот я вам рассказываю, что нужно вам туда прийти, просто показать вот этот вот листик, и все дальше вам, конечно, покажут. Там даже есть специальная такая у них брошюрка с английского на украинский язык переведена, то есть любой человек сможет прочитать и понять, что от него хотят. Ну, конечно же, лучше иметь с собой еще Google Translate, да, либо все-таки взять с собой какого-то человечка, который сможет, да, все вам разжевать. Следующий момент, сразу выдаются, ребята, сразу выдаются на джобсикера, то есть сразу, если вы, да, приехали, если вы живете не в государственном жилье, а наш, да, человек, которому мы помогаем, он будет жить не в государственном жилье, то есть, да, и он сразу может подаваться на джобсикера, если хочет, либо уже у него есть PPS и может сразу искать работу. Но обратно же, пока он ищет работу, да, он ее может искать и неделю, и 2, и месяц, а может и 2 месяца, всякое бывает в Ирландии, и пока он будет, да, ожидать, ему нужно за что-то жить, питаться, да, то есть это нормально. То есть он подастся на джобсикера, ему с вероятностью 99,9% ему одобрят. Следующий момент, смотрите, когда вы будете там получать PPS, да, неважно, это будет Intreo, либо вот это, да, Public Service карт, то есть этот сервис сразу по изготовлению карт. Она потом придет, эта карта, неважно, оформите вы ее в Intreo, либо вот этом вот центре, она придет к вам по почте. Ну, куда придет по почте? То есть обязательно нужно указать, да, где вы будете проживать. И вот это самое интересное. То есть если ты проживаешь в лагере, там, либо в государственном жилье, то там вы сможете взять записку, например, с отеля, либо с этого центра размещения, то есть там вам все выдадут, да. А как быть тем, кто живет по ARP? По ARP нужно просить своего лендлорда, чтобы он написал то, что временно, например, человек, да, может, приехал в гости на неделю, на 2, если он не против, то он просто напишет, что такой-то, такой-то будет проживать здесь, да, покаместь. И все, им этого достаточно. Еще им достаточно будет, если с вами будут люди, и они просто, да, предоставят свой контракт, если они снимают сами жилье, контракт, либо любую другую документацию, которая свежая, да, которая не позже 3 месяцев ей, да, этому документу, и тогда без проблем. И не нужно тому человеку, который сейчас получает PPS, именно украинцам, вот это вот сделано исключение для украинцев, потому что всем остальным, чтобы получить здесь PPS, здесь нужно конкретно, ну, именно proof, адрес, чтобы был по-настоящему настоящий. А для украинцев здесь сделали послабление, и просто они
грубо говоря, просто говорят адрес, да, показывают, и если с ними есть человек, который может подтвердить, что этот человек будет жить там, в этом жилье, но обратно же этот человек должен подтвердить, что он там живет, то есть он должен показать какой-то документ, в котором написано его имя, да, фамилия, АР-код и адрес. И все, вот это вот очень главное, очень главный момент. Это так, чтобы вы понимали, да, потом вот JobSeeker заполняется и относится уже в любой, то есть его можно отнести уже в любой social, в любой N-Travel. Что здесь дается еще? Это у нас потом на заполнение семьи, да, сколько в вашем домохозяйстве проживает людей, отправить, чтобы социальные службы Ирландии понимали, если там, например, потом домохозяйство так называемое, то есть вы понимаете, что в Ирландии делается так, что неважно, семья вы или не семья, либо друг, либо вот в доме, да, живет, не знаю, 6 человек, да, и они не являются друг другу родственниками, они просто живут. То есть просто, да, кто-то снимает дом и сдает другим, либо просто живут у него друзья, неважно. Но чтобы подаваться на какие-то потом программы, например, там помощь на oil, да, вот эти все движения, короче, и вообще в общем различные потом связанные вот эти с бенефитами штуки, то везде будет учитываться полностью доход домохозяйства, понимаете, да, то есть это не все так просто, то есть если вы кого-то пускаете к себе, то по факту, если вы скроете момент, что с вами проживает человек, например, и работает полный рабочий день, да, а вы подались на какие-то выплаты, либо на какие-то, ну, пособия, какие-то программы и не указали это, то потом, если это все узнается, то потом у вас будет штраф и вам придется вернуть эти деньги, потому что учитываются полностью все люди, которые живут в доме, в квартире, неважно, то есть домохозяйство так называемое, вот такая вот штучка по домохозяйству. Здесь, пожалуйста, маленькая инструкция, да, для украинцев, что и как делать, первые шаги. Вторая папочка, там уже просто желтый листик, там PPS номер, и там уже такие, да, документы, связанные с фамилией, именем, как бы я их показывать не буду. Я просто показывал, да, такой набор, да, бойца, да, новобранца, то есть человека, который только приехал в Ирландию, что его ждет. Конечно, хорошо, когда у человека есть друзья, знакомые, родственники, которые могут ему помочь в этом нелегком, по этому, да, нелегкому пути пройти, его пройдут за ручку, все ему покажут, расскажут. Конечно, это намного легче и проще, чем сидеть в лагере, да, либо, неважно, даже в отеле, не зная никого, просить кого-то навязываться. Волонтеров стало сейчас намного меньше, но и волонтер все равно он не будет, да, решать какие-то твои базовые все-таки сильно проблемы. Он поможет тебе в этой сфере, скажет пока. То есть так что Ирландия пока еще принимает украинских беженцев, все выдает. PPS номер, я же говорю, через 4 дня вот мы приехали в этот сервис, и без проблем, без каких-либо, все она по базе вбила, и сразу увидела, что человечек здесь, защиту получил, сделала копию загранпаспорта украинского, сделала копию желтого листа, и потом еще сделала копию того же PPS, который она выдала. То есть, получается, создается, да, полностью база данных, создается профиль человека, и она сказала, что в течение там 5-6 дней придет вот эта вот карточка. Уже можно по факту идти, заполнять там какие-то аппликейшены, искать работу, то есть можно уже потихоньку начинать двигаться. С Medical Card чуть по-другому. Там процедура, в принципе, похожа, но это нужно сделать в онлайне. То же самое сделаем, заполним, и думаю, тоже в течение этой либо следующей недели уже будет у человека и medical card. То есть все легко, все просто, в принципе, но обратно же хорошо, когда тебе кто-то это разжевывает, показывает. То есть вот так вот я вам показываю, да, что сейчас происходит с украинцами, которые приезжают в Ирландию. Все дается. Все еще отношение нормальное, в принципе, не такое, какое было в 22 году, в 23, когда носили на руках ковровая дорожка и все, но отношение нормальное, то есть оно стало, это отношение как и ко всем, то есть ко всем, но все равно украинцы еще выходят за рамки, все-таки еще бонусы и лояльное отношение, оно еще есть, оно еще не такое, как для всех, все-таки украинским беженцам в Ирландии намного легче, чем другим.
все пока делается по упрощенной системе. Так что надеюсь, что тому человеку, которому мы помогаем, это ему пригодится. И в будущем, возможно, человек тоже останется в Ирландии, попытается здесь как-то зацепиться. Так что творите добро, и оно вам обязательно вернется. Всегда на связи. Держу в курсе.